Здравствуйте, друзья! Сегодня у меня по плану закрыть вот это отверстие на своей зимней кепке. А то получается шапка теплая, а самый затылок и мерзнет. И решила для этого я использовать приспособление для ковровой вышивки. У меня уже есть одно видео о применении вот этого вот устройства. Но хочу еще раз вам показать, потому что было несколько вопросов, почему не формируется петля, почему не получается. К этому приспособлению есть инструкция на нескольких языках. Тут показано, как заправлять это устройство, ну и как непосредственно делать вышивку. К этому устройству идет 2 иголки для более тонких ниток и для более толстых. Я сегодня буду использовать вот такую вот нитку. Она немного толще, чем та, которая должна бы быть, но это более-менее подходит по цвету к моей шапке. Значит, как заправляется это устройство? Свободный конец ниточки мы вставляем вот так сверху в крышку, а потом есть вот такая вот длинная иголка. Иголка или проволочка, согнутая пополам, вот так вот петелькой. И эту длинную иголку нужно заправить вот так через острие в наш шприц. Устройство на шприц похоже. И вот сюда, в эту петельку, мы заправляем свободный кончик нашей нитки. Теперь отсюда мы подтягиваем. И вот шприц заправлен. Теперь нужно заправить эту нить вот в это вот маленькое отверстие. И для этого мы делаем так. Мы заходим с выпуклой стороны иголочкой в это отверстие. И вставляем сюда нить. Опять тянем на себя. И вот наш шприц полностью заправлен. Теперь одеваем крышечку. На этом приспособлении есть вот такие вот деления. Это деление регулирует длину вот этой вот иглы, то есть и высоту петли, которую мы будем делать. Вот смотрите, я двигаю, и иголка укорачивается. Я уже проэкспериментировала с этими нитками, и получается, что мне нужно выставить самое большое деление. Я его выставила и закручиваю. Для того, чтобы делать ковровую вышивку, нужно хорошо натянуть ткань в пяльце. Ну и смотрите, эта ткань у меня не трикотажная. Она сама по себе достаточно плотная, но для такой большой иголки она тоже не очень хороша, потому что смотрите, какие большие отверстия остаются. Но мне подходит для моих целей, и вы увидите почему. И сейчас я обрисую себе участок, который буду делать ковровую вышивку. Ну, вот так где-то. Если немного выйду за края, то это ничего страшного. Почему бывает, что не формируется петля? Можете высоко поднимать иголку. Смотрите, если вы высоко поднимаете, то выскакивает и петля не формируется. Иголку нужно поднимать не высоко. Вот смотрим, что получили с обратной стороны. Вот такие вот петелечки. Ой, наверное, плохо видно.
Вот такие вот петелечки получаются с обратной стороны. В моем предыдущем видео многие мне написали, что у них не получается петля. Почему такое может быть? Ну, такие я вижу ошибки, какие могут быть. Во-первых, ткань должна быть очень хорошо натянута. Чем лучше ткань, тем лучше у вас будет ваша вышивка. Второе. Чем толще нитка, тем больше должен быть размер вот этой вот петли. Сейчас я вам покажу. Смотрите, я делала ниткой вот такой. Вроде бы разница и небольшая по толщине, но все происходит совсем по-другому. То есть для более толстой нитки должна быть более толстая игла с большеньким вот этим вот отверстием. Но так как у меня в наборе всего 2 иглы, и под такую толщину нитки у меня нету иглы. Ну, попробуем, что получится с вот этой толщиной нитки. Вторая, какая ошибка может быть? Когда вы делаете вышивку, многие поднимают высоко иглу. И петля может, если она небольшая, то она может не сформироваться. Смотрите, я подняла высоко, и у меня вот здесь петельки получились, ну, совсем крошечные. А если я буду делать вот так, смотрите, я вынула, проколола, вынула, проколола. То есть я почти не поднимаю иглу, иду четко вот так. Смотрим, смотрите, какие петельки формируются. Если я сделаю, допустим, на эту толщину ниток меньшую длину петли, ну, допустим, давайте возьмем 6. Сейчас посмотрим, будет ли у нас формироваться петля. То есть я поставила бегунок вот этот, наверное, на пятерке получается, между 4 и 6. Пробуем. Нет, петля формируется, но смотрите, уже меньшего размера. И еще, когда вы делаете вышивку, смотрите, ваша иголка должна быть всегда в таком положении, что выходящая из отверстия нитка должна смотреть в сторону вышивки. Прокол, вытаскиваю, видите, нитка не перекручена, а идет вот в эту сторону. То есть выходящая из иголки нитка смотрит в сторону вышивки. Вот если я сейчас перекручу и буду вот так шить, видите, нитка перекручивается, вы наступаете на нее иголкой, что получаем? Вот у нас даже, смотрите, тут ничего и не получилось. Ага, вот оно. Когда вы дошли до того места, куда вам надо развернуться, мы вот поворачиваем иглу, смотрите, она выходит в сторону вышивки. Делаем прокол и поворачиваем ее так. И поворачиваем шприц так, чтобы наша ниточка выходила опять в ту сторону, где будет готовая вышивка. Смотрите, я развернула и пошла в обратном направлении. Вот так. Ну, или, если вам удобно, вы можете каждый раз разворачивать пяльца. Кому как удобнее. Кто-то может разворачивать пяльца, но нитка, которая выходит из иголки, всегда должна смотреть в сторону вышивки. Вот я дошла до места, где мне нужно развернуться. Я, допустим, поворачиваю пяльца и опять настраиваю так, чтобы нитка, выходящая из иголки, была в сторону готовой вышивки.
Ну и в зависимости от узора вы вышиваете. Вы можете, допустим, проходить не обязательно подряд вот так, а можете делать по кругу. Ну вот, что у меня получилось. Это мы с вами делали большие петельки, а вот это маленькие. Ну и, соответственно, чем толще нитка, чем толще игла, тем плотнее должна быть ткань. Потому что если на тонкой ткани вы будете делать, то она с такой толщиной иглы будет прорываться. Смотрите, вот даже достаточно плотная льняная ткань, вот такие вот большие отверстия остаются. Вот посмотрите, какой у меня замечательный получился результат. После того, как вы вышивку сделаете, обратную сторону нужно обязательно закрепить. Когда-то я сидела и очень долго вышивала подушечку, а пришла моя 2-летняя внучка и одним махом распустила всю красоту, которую я сделала. Можно сюда флизелин приклеить или можно там дублерин. Я сегодня буду пользоваться клеем специальным для текстиля. Очень хороший клей. Клеит так, что я вот заклеивала дырку на джинсах, а потом хотела эту заплатку оторвать, то у меня через некоторое время ничего не вышло. Выдерживает и стирку, и глажку, и все остальное. То есть специальный текстильный клей. Я буду приклеивать, вот у меня есть кусочек флиса, и вот есть кусочек от толстовки, от старой. Толстовка натуральная, и мне кажется, что все-таки флис это синтетика, поэтому я приклею кусочек вот от старой толстовки, это 100% катон, очень мягкий. Это у меня осталось, я делала подкладку в шапочке своей внучки. И приклеиваю. Хорошенечко прижму и оставлю высыхать. Ну вот, клей высох. Давайте примерим, что у нас получилось. Теперь я обрежу чуть-чуть больше. Эту ткань я могу вообще подрезать вот так, под самый краешек. Так как у меня задняя сторона прикреплена, то при желании даже можно было бы сделать, пообрезать вот эти вот ниточки, чтобы была не петельки здесь, чтобы здесь были не петельки, а такие вот как на настоящем ковре. Но я этого делать не буду, потому что у меня примерно такая вот тут конструкция, как будто бы это петельки. Поэтому я аккуратненько вот это вот сейчас ниточкой пришью. Ну, это я уже сделаю без камеры. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.